Приветствую вас, дамы и господа, с вами Дон Стрэнджер, и это прохождение Секера. Часть 4. Продолжаем на том, на чем остановились. Так, нужно немножечко вспомнить боевку, мне, по крайней мере. Ага. Так, приседать на L3, бегать на нолик. Окей. И тут как раз таки есть тип, на котором можно потренироваться, в теории. Вот он прыгает высоко. Вообще капец. Тихо. Опа. Хорош. Хм. Прикольно, в общем-то. Так. Что у меня по инвентарю? Дрожжи, фляги с лекарствами, всякое такое, да? До следующего очка навыка 268. В теории я могу его набрать. Чисто на вот этом типе. Сколько с него падает опыта? Нет, стоп. Отдохнуть и отдохнуть. Тем более мне нужно разогреться. Тихо. При этом он меня не видит. Интересно, почему? И больше он блокировать не может. Окей. 28 опыта. Да. На нем это долго придется. Опа, леденец. На нем долго опыт набивать. Так, а что я только что видел? Просто скалы внизу. Огромное дерево. Так, и это то самое место, где была змея, да? Оттуда я, получается, пришел. Ладненько. Что у нас тут сейчас происходит? Ага. Все так же все живы. Угу. А там все так же босс? Я правильно понимаю? А вот с этой стороны замка, так сказать, я не был. Одного, второго. Кто сказал, что мне нужно на босса идти? Здесь есть местечко. Ага. Но здесь так просто не перебраться. Хм. Окей. Не открывается с этой стороны. А босс сразу уже меня ждет? Или нет? Похоже, что нет. Наверх я попасть никак не могу. Не за что зацепиться. Не дают зацепиться. Так. А там что за врата? За эти врата я могу попасть как-нибудь? Или нет? Здесь определенно могу пройти. Не особо могу пройти. Огромная стена. И тут так просто не перепрыгнуть. И даже не пролезть. В теории можно было бы как-то. Как-нибудь, как-нибудь. А смысл?
А, так, этого я не хотел. Окей, тут закрыто. А как насчет просто сделать как-то так? Босс не появляется? Хм, интересно. Может, здесь можно где-то зацепиться? Я просто не знаю как. Хм. Хм. Не, ну, босса я вряд ли одолею. А уйти я, интересно, могу? Здесь не перепрыгнуть так просто. Пока, типа, не появился босс. Ага. А как же мне уйти-то, если тут... Да. Ну, ладно. Хотя... Ну-ка. Нет, здесь не зацепиться. Здесь прям специально поставили эту всю тему. А хотя бы туда. Ну. О, туда можно. Только нужно выше прыгать. Хм. А от этого оттолкнуться могу как-нибудь? Не зацепиться? Не подпрыгнуть нормально? Хм. И здесь нигде не появляется. Странно. Так, ну вот и босс. Так, ну в теории нужно просто держаться сзади него и все. Как-то так. Опа, там есть лут. Интересно. Ай. А можно забрать? Да, пригоршня пепла. Может, на него можно пеплом? Ау. Так, лады. Воскреснуть, воскреснуть. Нет, пригоршня пепла вообще не работает. Ну и ладно, фиг с ним. Я как-то не особо собирался к этому боссу идти сейчас. Да. Зато этакий разогрев. Так, а что по опыту? Опыт никуда не девается. Невидимая помощь. Что? Это как? Что это было сейчас? Невидимая помощь. Умерев, вы лишаетесь половины накопленного опыта и денег, но изредка этой потери можно избежать. Невидимая помощь богов и Будды может избавить вас от лишений. Шанс получить невидимую помощь отображается в меню паузы. Окей. То есть я сейчас ничего не потерял. Хорошо. Жаль, нельзя с легонца типа прыгать, и он бы прыгал бы невысоко. А то ты нажимаешь крестик, и он прыгает максимально высоко.
Так себе бой. Интересно. Да, он упадет в пропасть. Ну, ладно. Нужно освоиться с этим прыжком сверху. Это капец какой-то. Ну-ка. Вот слегонца нажимаю. А вот держу. Да без разницы просто. Прыгает очень высоко. Все равно я получил урон. Да уж, такое себе. Так, хватит здесь. Хотя нужно бы чуть-чуть нафармить уровень. Хотя бы здесь в теории можно пройтись. Точнее, даже пробежаться без проблем. И с этих типов получить опыт. Окей. Все никак не могу привыкнуть, что бегать на нолик. После... Как играешь сразу после игры, где нужно бегать на L3. По умолчанию L3 это и нажимаешь. Так, ну мне туда не надо. Так, а здесь я могу быстренько кого-нибудь убить? Так, чтобы меня не запалили. В прошлый раз я тут съел что-то невидимое, чтобы быть невидимым. Главное, нету меток, чтобы зацепиться за что-нибудь. Нету ни одной метки. Так, ну, по крайней мере, я могу спрыгнуть на вот этого типа. В теории. Да, уж спрыгнул, называется. Никого тут нету. А, так что это лут. Ну-ка. Никто меня не видит больше. Окей. Так, а куда здоровяк делся? А, он там идет. Опа, тут есть, оказывается, внизу место. Леденец Ако из храма Сенпо, наделенный благословением Ако, повышает урон, наносимый запасу жизни и концентрации противников. Окей. Так, таблетки с улучшенным уроном. Так, и как мне этого здоровяка завалить, когда там ходит не там, где надо, среди этих двоих? В теории сверху как-то... Ну-ка. Ну, уже попробовали сверху. Нифига не получилось. Да, он ходит далековато. Чё мне там по опыту? Чуть-чуть не хватает. Может быть, отсюда смогу? Аккурат спрыгнуть.
Ну-ка. Красиво, красиво. И где второй? Одного-то я вижу, и он меня видит. Оп, этот камнями тут кидается. Что по опыту? Хватило. Отлично, все, уходим. Ага, окей. Это откуда такие звуки сейчас? Окей, так, перенестись. Улучшение... улучшить не могу. Перенестись наконец-таки. Вопрос куда? Окраины Асина. Важные места. Разрушенный храм. Так, давай в разрушенный храм, потому что у меня вроде бы какое-то улучшение было. Ура. Леденец с благословением. Храмовые леденцы, сладости, временно повышающие какие-либо характеристики. Окей. Контратака Микири. Интересно. Типа раз и удар. Опа. А ты еще кто? Интересно. Вы правда вернулись из мертвых? Это та самая дамочка, которая мне кинула какую-то фигню, бумажку. Не думала я, что увижу ее собственными глазами. А ты еще кто? Меня зовут Эмма. Я целитель, служу одному господину. Какому господину? Простите, но ради его безопасности я не могу разглашать его имя. Сам господин, однако же, приказал помогать вам любыми средствами. Я не жду, что вы доверитесь мне, но я должна выполнить приказание господина. Ваша фляга с лекарством. Создала ее я. Спасибо. Я лекарь, и я буду вас лечить. Окей. Показать флягу с лекарством. Ты сделал эту флягу? Да. Она предназначалась господину Куро. Но он, похоже, отдал ее вам. Вы, несомненно, заметили, но все же лекарство в этой фляге появляется само собой. Даже когда вы выпили ее до дна, запас вскоре восстанавливается. Да, можно ли как-то ее улучшить? Принесите мне семена тыквы. Семена тыквы? Да. Лекарство выделяется из семян тыквы. Если добавить семена лекарства, будет выделяться больше. Если найдете семена, приносите их мне. Окей. Отдать семечко тыквы. А у меня есть? Использовать семечко тыквы, чтобы увеличить максимальное количество применения флаги лекарством. Да. Это семечко тыквы? Да. Давайте его сюда. Поместите семечко во флягу. Отлично. Теперь лекарство в вашей фляге будет выделяться больше. Увеличено максимальное количество применяемой фляги с лекарством. Какое странное лекарство. Вы находите? Впрочем, вам виднее. Главное, чтобы оно помогало. А уж странно или нет, так меня учил мой наставник Доген. Понятно. Если найдете еще семена тыквы, пожалуйста, несите их мне. Я тогда постараюсь сделать так, чтобы лекарство выделилось больше. Окей, а еще можно поговорить? Я хочу вас попросить. Что? Позвольте мне рассмотреть ваше лицо. Что? Белый след? Это родимое пятно? Нет. Тогда, видимо, он появляется на тех, кто обладает наследием дракона. Или, быть может, это симптом? Так, ты закончила? Да. У меня все. Простите, это было нескромно с моей стороны. Так, окей. Что ж, кажется, я слышу звон. Наверное, это этого колокольчика. Мне сказали поднести его Будде. Этот колокольчик для вас что-нибудь значит?
Если да, поговорите с резчиком. Он многое знает о том, что касается Будды. Как раз я к нему и направлялся. Так, Сидорович, что ты мне скажешь? Сдается мне, твое боевое чутье вернулось. Теперь ты больше шиноби, чем прежде. Хоть, может, и не намного. Возьми. Тайное учение стиля шиноби. Книга, в которой описаны боевые техники шиноби, дает возможность изучать боевые навыки из раздела «Стиль шиноби». В этом тексте описываются типичные приемы шиноби, например, атака в воздухе или как прятаться, чтобы вас не заметил враг. Самураи никогда не стали бы учиться подобным трюкам. Что это? Тут описаны техники боя, недоступные самураям. Хочешь, пользуйся ими, хочешь, нет. Дело твое. Не только у шиноби есть своя техника боя. Так. Это что? 3? Что-то там. Навыки. Владение книгой с тайными учениями боевого стиля. Вы сможете открывать в меню навыков приемы этого стиля. За каждого побежденного врага дают опыт. Очки навыка даются, когда вы накопили достаточно опыта, чтобы открыть навык. Некоторые навыки можно изучать, находя определенные предметы или побеждая врагов. Я это уже понял. Так. И... Инвентарь, навыки. Лекарства. И где? Что? Куда? Здесь все заблокировано. Непонятно. Так. Вот, я нашел один. Инструмент шиноби? Да. Я уже сравнил твой протез с клыком. Устанавливая в протез разные инструменты, ты сможешь менять вид своего оружия, крошить щиты, убивать быстрых врагов издалека. Чем больше устройств, тем больше способов разить врагов. Если нужно кого-то убить, всегда можно подыскать оптимальный способ. Только и всего. Похоже, ты хорошо разбираешься в этом процессе. Надо мне успокоиться. Чем больше я говорю о кровопролитии, тем более демоническим получаются мои скульптуры. Давай сюда, я установлю этот протез. Так, показать протез. Установить протез. Так, установка инструментов в протез. Так, найденные вами инструменты орудия шиноби можно устанавливать. Окей. Встроенный сюрикен. Сюрикен. Инструмент для протеза на основе колеса для сюрикенов. Так, окей. И как? Крестик? Встроен. Создать? Да. R2. Бросок сюрикена. Атакуйте врагов сюрикенами. Окей, прям ниндзя. Теперь буду. Да, кстати, насчет того Будды с добрым лицом. Смотри, не балуйся с ним. Так, инструмент в протезе. Угу. R2 использовать инструмент в протезе. Треугольник выбрать инструмент в протезе. Окей. А почему нету ничего? Открыть меню снаряжения. Так, меню снаряжения, инструменты в протезе. Ага, теперь понятно. Открыть доступ к ячейкам. Выбрать 3 таких инструмента. Одновременно можно выбрать 3 таких инструмента. Узнать, как добавлять в меню инструменты можно в выборе снаряжения. Так. Ну, например, так. Ага, понял. 3 снаряжения. Хорошо. Какие-то крестики. Так, вот к этому Будде мне надо помолиться, да? Закрой глаза. Слушай колокольчик. Откуда у меня этот колокольчик взялся? Это та бабуля мне дала? Этот колокольчик? Или... не помню. Звон проникает в твои мысли.
и пробудет ото сна былые воспоминания. Стоп, что? Я куда-то сейчас отправлюсь? Хм. 3 года назад. Вот это поворот. Опачки. Я и правда куда-то отправился. Лут. Дрожже. Окей, медитировать. Найден идол. Так, в меню идола резчика открыть доступ в меню получения навыков. Потратив в этом меню очки навыков, можно изучить новые навыки. Так, купить эмблемы духа, переместиться, изучение навыков, улучшение выносливости. Так, изучение навыков. Ух ты, блин, нифига себе. Тут, вау, целые ветки навыков. Новые навыки можно открывать, потратив очки навыков в меню навыков. Есть 3 типа навыков: боевые искусства, умения шиноби и пассивные навыки. Боевые искусства нужно выбирать в меню снаряжения, а умения шиноби и пассивные навыки начинают действовать сразу же, как только вы их изучили. Окей. Так, атака вихрь, контратака Микири. Угу. Дает навык. Так, дает навык. Так, ну это у меня есть, я так понимаю. 1, 2. Неизвестное боевое искусство. И у меня 2 очка навыка. То есть я могу прокачать либо это. Доступно. А я думал, у меня есть это все. Отреагировать на молниеносный выпад под силу лишь шиноби. Так, позволяет шиноби прокладывать себе путь в толпе врагов. Так, это толпу разбивать. Это классно парировать, типа того. И сразу атаковать. А это пассивные, наверное, умения. И вот это тоже. Хотя не точно, да? Ладно. Так, ну у меня есть 2 навыка сразу. Так что прокачаем контратаку. Я так понимаю. Да. Угу. Так, что дальше? Бег и скольжение. Так, дает навык бег и скольжение. Это умение шиноби позволяет переходить в присед из рывка. О, так это все качать надо. Вот оно что. Легко укрыться от глаз врагов таким маневром. Так, дает пассивный навык скрыть присутствие. Он мешает врагам видеть вас. Видеть тех, кто задействует скрытность. Шиноби должен уметь быть незаметным для других. Так, ну и все, у меня очков навыков больше нету. Угу. Улучшение выносливости недостаточно. Купить эмблемы духа. Кстати, я видел какой-то крестик, и у меня их было 0. И что это такое? Невесомая белая бумажная кукла. Дурные поступки могут отягощать сердце не только людей. Плохая карма даже способна принимать зримые, почти осязаемые формы. Эмблемы духа расходуются на некоторые действия, например, на использование инструментов в протезе. И сколько оно стоит? 10 копеек. Купить эмблему духа. Ну, значит, купим пару штучек. Например. Или... Так, что? Эмблема духа. Во. Эмблемы духа используются для активации инструментов в протезе и других способностей. Они расходуются при применении способностей. Эмблема духа можно получить из поверженных врагов, находить в игровом мире и приобретать посредством идолов резчика. Они притягиваются к вам автоматически. Хорошо. Так, и я так понял, теперь я могу пользоваться сюрикеном. То есть мне бы хорошо бы их закупить. Этих эмблем духа. Так. Там 15 было доступно, да? Ну, еще можно 10 купить. 12 пока хватит, надеюсь. Так, окей, пошли посмотрим, что это за место такое.
Поместье Хирата. Угу. Или Хирата. Хирата. Окей. Прозвучало не очень. Так, и куда мне? Место красивое, конечно. Мост, все дела. Можно спрыгнуть вниз, можно спрыгнуть вниз. Так и поступим. Уи, бонзай. Так, окей. Куда дальше? Тут только один путь. Только один, походу. Такое ощущение, что здесь кто-то сейчас был. Нет. Странное местечко. Вот здесь, походу, можно забраться. Нет, нельзя. Так, теперь у меня новый навык парирования. Пепел. Опа. Тип. Стонет. Ты сын Филина? Что случилось? Воры в поместье Хирата. Поспеши, божественный наследник. Окей. Я так понимаю, тут можно либо по мосту, либо... Ух ты, там рыбки плавают. Наверняка хищные. А можно проплавать. Зацепиться. Тут есть лут. Хорошо. Порошок огнестойкости. Лекарство для лечения ожогов. Снимает отрицательный статус огонь и временно замедляет его накопление, повышая сопротивляемость огню и уменьшая урон, наносимый атаками огнем. Когда враги применяют огонь без порошка огнестойкости, не обойтись. Окей. Ходи куда хочешь, да? Почти. Туда плыть нельзя. Ну, я и не хочу. О, зато тут лут есть. Драгоценная чешуя. Яркая чешуйка драгоценного карпа. Для обычного человека это лишь красивая чешуя, но по слухам есть поклонники некоего совершенства, что ценят эти чешуйки чуть ли не выше всех ценностей мира. Лучше приберечь их на случай встречи с ними. Не зря я сюда пришел. Так, тут рыбка плескалась. Вон, карп какой-то. А могу ли я в воде бить? Вполне. И меня эта рыба видит. Прикольно. Эй, рыбка, иди сюда. Рыба. Да, она просто увидела меня и уплыла. Ладно. Опа. Используйте инструмент в протезе. Да. Ладно. Масло. Банка с обыкновенным маслом. Разбив банку, вы разбрызгиваете маслом всех окружающих. Враги, разбрызганные маслом, легче загораются. Получают дополнительный урон жизни от огненных атак и становятся более уязвимы к статусу огонь. Но у меня никакого огня до сих пор нету. Ладно. А ну не кричи. Собаки.
Интересно. Собак можно так вот разнести. О-о-о. Что здесь за место такое? Лодка. Я спарировал смертельную атаку его? Не понимаю. Ага, вижу лут. Вижу лут, иду за ним. Шар трофеев. Шар Мибу, наполненный водой первоисточника, благословленной на богатство. Если лопнуть зеленый шар Мибу и помолиться, те, на кого попадает эта вода, временно будут чаще находить предметы. Окей. По-моему, у меня уже была такая вода, водичка. Водичка, водичка, вода. Опа, что? Может. Что? Вам не попадалось? Чешуя карпа. Сияющая, блестящая чешуя драгоценного карпа. Принесите ее мне, и я вас щедро вознагражу. Ну на. Ух ты. Божественную траву. 2 таких чешуи. Искушенная красная, иссушенная красная фляга. Красная фляга с лекарством. При отдыхе запас лекарства снижает скорость накопления статуса огонь. Угу. Прям фляга от огня. Маски. Правый. Часть старой танцевальной маски. Маска, очевидно, была разломана на несколько кусков. Этот кусок, правая ее часть. Парящая смерть. Подробное описание техники парящая смерть. Теперь вам открыто соответствующее боевое искусство. Парящая смерть — серия плавных, подобных танцу атак, обрушивающихся на врага вихрь грациозных ударов. Формально это техника клана Асина, но из-за заморского происхождения считается еретической. Окей. Угу. То есть нужно... Я бы вот это бы взял бы, в теории. Зачем кусок маски, непонятно. Но нужно 5 таких лепестков. А что божественная трава делает? Тайна лекарства, полностью восстанавливающий запас здоровья. Угу. У меня уже есть такая. Как-нибудь потом. Принесите мне в следующий раз чешуйки. А можно ли здесь эти чешуйки из карпов выбивать? Которые тут плавают. Я видел, тут рыбина плавает. Куда она делась? Вон она. Ага, вот еще одна. И драгоценная чешуйка. Яркая чешуйка. Вот тебе и раз. Послушай, послушай. Легкий кошелек. Опа. Кто-то меня хотел атаковать здесь. Это как? Ха. Да, здесь кто-то есть. А ну стоять. Это как? Вот это он ускакал. Рыбалка. Да понял я тебя. Так, куда он уплыл, этот карп?
Хм. Так, ну хотя бы понятно, что эти карпы так просто не атакуют. Точнее, просто не атакуют. Они просто уплывают. Один готов. Окей. Лишь бы тут бы не было бы рыбки покрупнее. Угу, сюда плыть не разрешается. Ну, была еще одна рыбина. Что будет, если я отдохну? Можно мне забраться? Нет, нельзя. Так, я же сверху, правильно? Угу. А наверх уже не забраться? Никак? Вот это облом. Получается, не отдохнешь. Черепашки такие нарисованы. Точнее, сделаны. Хм. Интересно, та рыбина, получается, навсегда уплыла, да? Далеко. За текстуры. Или все-таки вернется сюда? Ну и она как-то глубоко под водой была. О, где? Вот она, вот она, вот она, вот она. Как-то она багованная какая-то. Так, сколько у меня этих чешуек? Можно где посмотреть? Леденцы. 3. Если я забью, получается, эту рыбину, то у меня их будет 4. А на 3 я что могу купить? Занимаемся тут рыбалкой. Могу вот это купить. 2. А нужно 5 для парящей смерти. Хочу навык. 5. Ну откуда она уплывает? Она как-то глубоко под водой. Слишком глубоко. Ее просто так не достать. О, достал. Ладно. Может, тут еще есть где-то? Ну, 4 чешуйки маловато будет. И наверх я никак не попаду. Я так понимаю. Хотя вот это место. Стоп. Нет, нельзя. Ладно. О, есть еще рыбина. Отлично. Ну вот и 5. 5 чешуек. Отлично. Так. Парящая смерть. Да. Отлично. Еще кусок маски, но да. Походу не получится. Спасибо вам за доброту.
Пожалуйста, принесите потом еще чешуйки. Как-нибудь принесу. Так, боевые искусства. Боевые искусства — особые приемы атаки соответствующих боевых стилей. Чтобы использовать их, нужно выбирать в меню снаряжения. Изучив их, можно в меню... Изучать их можно в меню навыков или с помощью особых книг с тайными учениями. Меню. Так, снаряжение, боевые искусства. То есть, ага, вот это. Парящая смерть. Ух ты. Боевое искусство в виде серии атак в своеобразном танце, не дающим врагу опомниться. Хоть это и боевое искусство Асина. Понятно. Это я уже читал. Ну-ка. L1, R1 использовать боевые искусства. Ага. То есть держишь L1 и фигачишь на R1. Класс. Вау. А можно... А в воздухе этим можно? Нет, в воздухе нельзя. То есть я могу из блока теперь сразу вот такие атаки делать. Класс. Так. Инвентарь. Были ли у меня чешуйки еще? Вроде бы нет. Так, и еще разок. Быть тут еще рыбина будет. А это что за место? А, все, я тут был. Окей. Походу она выплывает. Это рыбина. Иногда здесь. Ну, это стоило того. Боевое искусство. Так, ну, прицел ни на что не реагирует. Окей. Погнали дальше. Так, там тип стоит. Заметил меня максимально быстро. Ну давай, иди сюда. Так, у него типа огненные атаки. Без проблем. Порошок огнестойкости. Может быть, стоит этот порошок поставить. Так. Трубки. Идол возвращения. А где порошок? Противоядие. Огнестойкости. Угу. Мне почему-то сюда показывают. Может, я сюда не хочу. Ага. Мало ли что хочешь, да? Так, куча народу. Есть ли смысл мне их убивать? Вот в чем вопрос. Лут. Ты что тут делал? Офигеть. Сидит такой, отдыхает тут. Там еще один тип какой-то отдыхает. Глиняные осколки. Тихо. Да убери прицел. Там собачка. Так, отступаем. Слишком много народу.
Так, я по кругу пробежал, да? Оу-оу-оу, тихо. Блин, я не хотел падать. Ладно. Так, выпьем... Ага, фляга с лекарством больше нет. Странно. Ладно. Порошок от нестойкости. Они слишком хорошо меня замечают. Вот это вот, конечно. Я что, такой заметный? Да вы чё? Огненный ствол. Серьезно? Железный ствол, плюющийся огнем. Его можно вставить в протез шиноби. Человеческой силой трудно обуздать гнев обладателей красных глаз. Огненным же оружием их, возможно, удастся усмирить. Говорят, что огня они боятся больше всего. Угу. Шар богатства. Наполнен водой. Та-та-та-та. Так, если лопнуть шар, еще вода временно будет получать больше денег. Окей, это все у меня есть. Теперь 100% есть. Собакины. Отлично. От собак можно вот так избавляться. Либо вот так. Где он? Типа видит меня? Вроде бы не должен. Хотя смотрит так. Как будто видит. Нифига себе какой. Так, это что за место такое? Видение. Тут кто-то умер, так сказать. Домишки такие. Да уж. Это что это было у меня сейчас? А, это те самые. Короче, они мирных жителей поперебили. Да. Ну, мстим им за такое деяние. Дрожже, спасибо. Порошок огнестойкости. Окей. Угу. Там лут. Пепел. Угу. Так, тихо-тихо. И все на этом. Хм. Поговорить. Ох, бесполезные сволочи. Эй, а? Ты, если я не ошибаюсь, шиноби?
Возьми топор шиноби из храма и раскрой им черепа. Раскрои, пожалуйста. Окей. Могу я здесь повыше забраться, а то внизу как-то неуютно. О, из какого-то храма. Это будет долго, походу. А это что? Подслушать. Там еще народ. Да, немало народу. Ходит весь такой. Отлично. Что тут можно подслушать? Начальник, а можно потом в храм поджечь? Нет, оставь, идем дальше. Но если там есть подношения, мы могли бы отдать их господину Дзюдзю. Хватит? У Будды мы не воруем. Сколько раз мне это повторять, прежде чем до тебя дойдет дубина? Начальник, ну не сердись, пожалуйста. Я ж не виноват, что глуповат. Угу, окей. Легкий кошелек. Мне бы сейчас шуметь, самое оно. Хорошо, что меня не слышат. Ха. Фига. Реально громко. Так, как они стоят? Кто из них начальник, кто нет? Давай с факелом сначала. Вот этого завалим. Походу, это был начальник. Воу-воу-воу-воу! Отпрыгни, пожалуйста, от него. Так, стой. Погоди, дай полечусь. Хоть чуть-чуть. Да. Так, это храм, наверное. Посмотрим, что тут. Тут лут. Топор обезьяны. О, вот этот, про этот топор тот говорил. Тяжелый топор шиноби из черного железа можно установить в протошинобе. Окей. А я могу его прямо из меню поставить? Нет, не могу. Его именно что нужно устанавливать. Так. Еще лут. Открыть. Чтоб потом не... Чтоб потом что? Леденец Гокана. Или Гокана. Короче, тут огромное местечко. Петух. Много мест. Петухи какие-то. Ага. Ага, вон те врата. Вот эту сторону я зачистил. Да уж. Много тут мест всякого. Так. Ладненько. Все хорошее, все интересное будет в следующей серии. А пока что на этом, пожалуй, остановимся. Увидимся, так сказать, в следующей серии. Так что да, всем спасибо за просмотр. Это была 4-я часть прохождения Секира. Увидимся в следующих сериях. Всем до скорых встреч. Пока-пока.